Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника, и сегодня у нас расклад по нашим недоброжелателям. Давайте-ка определяйтесь с вашими вариантами. Кто какую стихию выбирает, кому что нравится. Посмотрим, как прошли ваши ритуалы. Кто что делал, да? И что ожидает наших недоброжелателей. Еще хочу сегодня посмотреть, знаете, какой вопрос. Какой мы урок должны вынести из того, из тех уроков, которые наши недоброжелатели получают. Вот такое масло масляное, но тем не менее. Итак, как же сделать? Давайте все-таки пока я сделаю опять по кучкам. А потом уже будем уточнять в деталях все это. Стихия воздуха. Вот так вот сегодня по стихиям. С какой стихии? Не знаю, видно ли вам там все, но, в общем, я их отложила сюда. 4 варианта. И сейчас определюсь, с какой же стихии начать. А вот стихия вода хочет к нам выйти сразу. Так, стихия вода, значит, будем смотреть ее. Так, а это сюда, чтобы мне не мешало. Итак, смотрим, что по вашим недоброжелателям, ребят. Так, что-то с отношениями. Что-то с отношениями. И знаете, как с отношениями? Отношения в семье, в браке, либо же с какими-то важными друзьями. По работе тоже может быть. Конечно, больше идут семейные отношения. То взлеты, то падения. Знаете, вот здесь четко. Непонятно, то ли разойдутся, то ли будут вместе, то расходимся, то снова миримся, то рядом, то порознь, то пошел вон, то вернись обратно. Вот такая вот болтанка у ваших недоброжелателей циклами. И знаете, в принципе, живя в таких циклах, можно сойти с ума определенным образом.
вот в этом не пойми, что происходит. Ну, вот так вот у ваших недоброжелателей. А еще знаете, что не могут провести чистку. Не могут, заблокировано. Может, хотят семью почистить, в доме что-то произошло. Вроде как бы начинается и обламывается все. Что еще у ваших недоброжелателей? Ух ты, как интересно. Во-первых, какие-то новости. Но еще, знаете, есть такой момент, что и домашних пытаются чистить, да, но новости какого плана? Во-первых, эти люди врут сами себе. Если к кому-то обращаются ради чисток, там тоже привирают прилично. И из-за этого мастер недоподлинно знает всю ситуацию. Хотят с родом со своим наладить связь. Так, еще в отношениях врать могут своим партнерам. Вот что еще здесь. Хотят обнулить какую-то ситуацию, где они чувствуют свою вину. С родом наладить отношения. И там, где заблокированы эмоции, то есть там, где неуверенность, нерешительность, возможно, партнера вступать с вашим недоброжелателем в брак, да, в какие-то отношения, радости хочется. Хочется... Прямо аж не можется, хочется. Чужие проблемы. Человек решает чужие проблемы. Так, этот человек хочет новой жизни, где у него будет партнер. Это однозначно. Чистки у него не проходят. Вообще от слова совсем не получается почистить что-то. Возможно, чтобы этот партнер пришел, возможно, где-то зачистить свои старые ситуации, где что-то было, сделано неправильно вашим недоброжелателям, и теперь летят обраты, это хочется счистить, но, увы и ах. И здесь еще в аспекте рода, знаете, какой момент? Новостей от рода ждет. Вот. А ваш недоброжелатель в состоянии жертвы сейчас находится. Его болтает то туда, то сюда. Он, понимаете, как мне идет, уцепился за что-то старое. Точнее, может и не слишком старое, но то, что, отжило, то, что, не суждено этому быть, это урок. Все, ты кого-то предал, сейчас пришел кто-то, кто предает тебя, и ты не должен держаться за этого человека. А ваш недоброжелатель держится, хотя хочет параллельно идти в новую жизнь. А получается так, что он упускает свои возможности, остается с каким-то партнером недоброкачественным и в роли жертвы, понимаете, находится. Жертвует собой ради этой новой жизни. Короче так, либо партнер, либо ты отдельно идешь, получаешь новую жизнь. Но тут же эгоизм. Я же хочу получить во что бы то ни стало. Мне это надо. Вот. Мне это надо. Отпустить не хочет. И получается, что он хочет новой жизни, но с вот этим. Понимаете? А этому
партнеру не место в этой жизни. И вот в чем заключается наказание? В том, что человек не хочет, не желает отпускать то, что ему не принадлежит. Поэтому у него и чистки не идут, и магические работы тоже не особо, знаете ли, как ложатся. И род и еще дает ему возможность, знаете, как на горках покататься. Но это пока что. Это пока что. Потом, вот знаете, сейчас взлеты падения, взлеты падения. Через время будут только падения, взлетов не дождется. Вот так своеобразно отрабатывает ваш недоброжелатель. Решает чужие проблемы вместо того, чтобы жить своей жизнью. А все из-за чего? Из-за эгоизма. И новостей ждет. Возможно, какой-то ритуал делал ваш недоброжелатель. Ждет новостей, чтобы порадоваться, что род ему помог, либо вообще здесь, что мужчина вернулся к вашему недоброжелателю, да, и сделал так, как нужно. Или кто-то там должен вернуться, понимаете? Итак, давайте-ка посмотрим, какой урок из этого всего должны вынести лично вы для себя. Да что ж такое-то? Урок следующий. Должны быть основательны, должны быть самодостаточны и всегда поднимать себя по вибрациям. Будьте самодостаточными, дабы не зависеть ни от кого, а только от себя и от высших сил. Все. И на Таро Веретника. И от Таро Веретника говорит, что ваш недоброжелатель получает приговор, получает расплату за свое лицемерие. А какой урок должны вынести вы? А вы должны вынести урок того, что рано или поздно каждый, кто предает кого-то, получает приговор от высших сил. И здесь человек лицемерил, вам хотел ваши блага, короче говоря, деньги, там недвижимость, я не знаю, что еще, те дары, которые вам ваш род передал, ваша сила, ваша магия, может быть. За это приговор. Он теперь свои блага теряет. И еще какой урок вам? Что всегда будет наказание в соответствии с порядком, властью и законом Всевышнего. То есть во Вселенной всегда будет баланс восстановлен. Об этом не стоит никогда забывать. То есть, знаете, так, если коротко, не думайте, что вы все вершите. Да, вот так вот хочется сказать по вашему недоброжелателю, вот какой у вас урок вы должны вынести. Не думайте, что не будьте как ваш недоброжелатель, и не думайте, что вы сможете вершить много чего. Нет, вершат другие силы. Вы лишь только им говорите, что так. Дело в том, что тут высек, что по отношению ко мне поступают несправедливо. Я себя чищу, я отправляю негатив обратно. Вот. И я доверяю Вселенной, потому что знаю, что она надает люлей тому, кому положено. Здесь, кстати, знаете еще, что этот человек много о вас клеветал. Стихия
воды. Очень много клеветало вас. Возможно, еще ждет от вас каких-то знаков, знаете, что вы вот как-то отреагируете, как-то, не знаю я там, что вы должны по его мнению сделать. И так это будет мешать, не знаю как. Ладно, пусть тут будет лежать. Вот что-то он может и от вас ждать по вот этому раскладу. Или же о своем партнере, да, какой-то человек там ему очень важен, как бы и он в этом всем. Или же даже от вас ожидать каких-то новостей. Может, что-то делал на то, чтобы вы не были настолько закрыты от него. От вас хочет что-то узнать для себя. Ну, пусть хочет. Итак, стихия воды. Вот такой вот был у вас расклад. А мы будем переходить к следующей. Стихия огня у нас в зрительном зале. Итак, смотрим, что у вашего недоброжелателя стихия огня. А ваш недоброжелатель, знаете, как-то игриво относится и по-детски к серьезным ситуациям. Вот как ребенок, короче говоря, понимаете, вот ждет позитивных посланий. В каком плане? Здесь касаемо работы. Он что-то предпринял ради того, чтобы вот с кем-то сотрудничать, да, и получить денежки. Может, на новую работу или еще что-то. Вот как дурак радуется тому, что еще, ну, не состоялось. Здесь хочется денег, хочется власти, занять какую-то должность, знаете, поиметь что-то, выгодные знакомства, выгодные. У вашего недоброжелателя все только так. Дружу с теми, кто мне выгоден. Ты чем-то мне можешь быть полезен? Нет, пшел вон из моего пространства. Ты мне вот станешь полезен, я о тебе вспомню. Вот. Так, смотрим дальше. Ждет. Ну, посмотрим. От женщины ждет, ребята. От женщины ждет этих новостей. Ого! Воу! А женщина это, короче говоря, к нему с конфликтом. И женщина эта с очень нехорошими воздействиями на него идет. И он как узник. Понимаете, он узник этой ситуации. Может быть, он пошел на какой-то конфликт с этой женщиной. Может, кстати, он что-то тоже применяет из магии против нее, а она против него. Здесь... Оу. Понятно. Короче говоря... Человек хотел или очиститься, или еще что-то. Может, чистку кому-то заказывал, сидит, ждет, когда это сработает. И что у него дороги откроются, и новые знакомства появятся. А получается, что ничего там его не ожидает. Потому что...
Здесь знаете еще какой вариант? Либо женщина палки в колеса поставит. Обратился ваш недоброжелатель за чистками. А вот эта бабенция, она как-то свое с него имеет, понимаете? А он сидит, ждет, бля, сейчас все будет. Ну-ну. Ой, хочет кому-то отомстить. Считает, что кто-то выше него, поступили с ним плохо, проклятие в его сторону понасылали. Возможно, вот эта женщина, это вы и есть, и вы вышли с магией против вашего недоброжелателя. И что ему тогда? То, что он становится заложником своих навязчивых идей. Знаете, как вот ждет, что сейчас вот что-то случится, вот сейчас, а оно не случается. Он слишком, знаете, погряз в том, чтобы отомстить. Здесь вот так вот три аспекта. Либо какая-то женщина ему дороги, пути в деньгах перекрыла, конкретно так. Вот. А ну-ка. Нет. Хотя это тоже может быть вариант. Но основное, он обращался к какой-то женщине за ритуаликой. Он обращался и сидит, ждет результата. Вот. А дело в том, что разочарование его ждет, не получится ничего. Он очень, вот понимаете, отомщу, и мстя моя будет страшна. Ничего он не отомстит, короче говоря. И знаете, он долго как-то думал, обращаться, не обращаться, боится, точнее боялся, и в итоге пошел денежку дал, и плюс еще, знаете, как систематически что-то делается. То есть, если ритуал, да, какой-то, то несколько этапов. Вот так вот у вашего недоброжелателя сидит, ждет. Если же это вы, то очень ждет новостей о том, что вам плохо. Ну, может быть, так и вся жизнь пройдет в этих ожиданиях. И знаете, как человек же знает, что ему прилетает не просто так. Он знает, что это за то, что у него был скрытый умысел по отношению к вам. И здесь не только к вам, понимаете? Знает, и при этом, то есть как бы, своих, проебов он не видит. А то, что ему сделали, как он поступал с другими, так ты что, так нельзя делать. Да пошел ты вальсом гулять. Ну так вот стихия огня у вас. Ну тут какой-то такой, знаете, личность вообще незрелая. Вот, не просто незрелая. Тут даже человек не думает как-то себя прорабатывать, что-либо осознавать. Здесь, вот знаете, я даже не знаю, как это правильно объяснить. Вот детский какой-то подход, понимаете? Меня обидели и все. И поэтому я тут буду бегать, заказывать, мстить. Ну, в общем, Бог в помощь, да? Вот так вот стихия огня у вас обстоит ситуация с вашим врагом. Пусть пока он там ждуны кушает, вы свою жизнь простраиваете дальше. А он
пускай сидит в том, что ему там хочется. В чем хочется, пусть и сидит. Итак, теперь у нас будет стихия Земли, скорее всего, у нас будет. Хочется мне стихию Земли. Так, уберу-ка я эти камушки. По стихии Земли. Смотрим, ребята, что у вас. Недоброжелатели. Как им там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь человек впадает, прям, знаете, в ностальгию, в прошлое, короче, погружается туда. Причем внешне по отношению к другим людям становится очень жадным на эмоции, на деньги. Здесь кармическая ситуация, здесь вон, пожалуйста, высший суд. Здесь, знаете, как ваш недоброжелатель сейчас, секундочку. Потоков несколько пошло прям. А знаете, в чем первый поток? В том, что информация лично для вас. В чем-то вы сомневались, но дело в том, что у вас ритуал прошел классно. Вы с прошлым прощаетесь полностью. Вам фамильяры вышли в помощники, защита хорошо поставилась. Здесь договора прям по высшему суду. То есть так должно было быть. Тот ритуал, который вы делали. Это раз. Что же вашему недоброжелателю? Вот здесь сейчас я хочу уточнить кое-что. Вот это пока что вот так. По вашему недоброжелателю, то, что уже сказала, вспоминает о прошлом. Вот знаете, как... Вот, а я же любил, а зачем я так сделал, а почему я ушел, или а почему я предал, а какого фига это творится, а теперь я понял, как там было хорошо, а теперь у меня плохо. Ну, короче, все вот в этом вот роде. И тут по карме положено ему пережить вот эти вот внутренние... Знаете, здесь душа болит у человека.
Короче, если вот для вас ритуал, там и чистки, и защиты у вас прошли очень хорошо. Кстати, возле вас где-то были птицы. Там, где вы на местах силы были. И для вашего недоброжелателя он ставил себе защиты, защит больше нет. Фамильяров нет. Пытается как-то по менталу работать, но дело в том, что тут высший суд срабатывает. И знаете, тут вот все, кого он призывал, сейчас придут к нему. Возможно, он когда-то делал ритуалы. Были заключены договора однозначно. И теперь эти договора нарушены, знаете, за счет чего? За счет того, что вы себя очищаете. И, соответственно, вашему недоброжелателю по карме и по высшему суду летит. И он это чувствует. Он понимает, какой силы волна его накроет. Здесь вот как-то вот так вот стихия земля. Ваш недоброжелатель понимает, что сейчас очень многие силы, как и те, к которым он обращался за помощью, причем, не светлые силы, так и высшие придут по его душу и начнут требовать, взимать плату. И плата эта будет снята с помощью предков, родов вашего недоброжелателя. Здесь сами предки. Вот знаете, род он обычно защищает, но есть моменты, когда когда человек создает очень большие узлы. Здесь на удачу ваш недоброжелатель для удачи что-то делал. Возможно, я не исключаю, что из благих побуждений недоброжелатель этот делал что-то даже для вас. Возможно, чтобы у вас была удача и тому подобное. Но было это сделано неправомерными магическими вещами. И теперь, когда вы начали сотрудничать с вашими предками, то ваш недоброжелатель понял, что грядет трындец. Тут как-то так все запутано. То ли ваш недоброжелатель с вами по крови связан, и поэтому предки тут и ваши, и его одни и те же практически. Плюс-минус. И вот, ситуация, знаете, человек завязал большой узел, приходят такие силы, когда предки умывают руки, говоря. Не все, конечно, остаются там несколько. Кто-то, да, будет стоять недалеко и по чуть-чуть подхватывать, дабы вынес человек свой урок. Но на данный момент ваш недоброжелатель боится. Вот здесь идет страх. Страх за то, что совершил. Здесь еще недоброжелатель удачу перехватывал. Работал с кем-то однозначно в свое время против вас. Возможно, и забрал ваши. Вот почему он в воспоминаниях, что когда-то было хорошо, а теперь вот я начал отхватывать по голове. И пытается на ментале там что-то сделать. Но тут вот такая ситуация.
А ну-ка, хочу посмотреть до конца февраля, что его ожидает недоброжелателя. Здесь ему какой-то наставник, к которому он будет обращаться, развенчает все его иллюзии. И предательство. Короче говоря, ой-ой-ой, там программа передач будет. Кто-то в треугольники попадет, кто-то третий вмешается. Там прилетело, кому-то обратился, захотел себе помочь, еще больше навешали всякой белиберды. То есть, знаете, как скинули на него. То есть он обратился к практику, а этот практик на него скинул. Ну, просто отвод себе сделал или скинул на него свою какую-то, да, там, отработку. То есть, знаете, как... Вот случится все, что может случиться. И это, и то, и вот тут, и вот там, и оттуда прилетит, и вот здесь. А вот там не ждал, хоп, а оно уже из-за угла к тебе прилетает. То есть тут полный спектр. Здесь показывают, что разрушаются сейчас его защиты, его договора. Короче, там какое-то простраивание специфических сил идет возле него. И ему страшно. Вот здесь я могу сказать, что вашему недоброжелателю страшно. Потому что он чувствует. Он, знаете как? Он понимает, что он сейчас не знает, от чего защищаться ему. Потому что от всего абсолютно защититься нереально. Подстрахуешь себя где-то с одной стороны, в тебя вылетит абсолютно с той, с которой ты не ожидал. Знаете, как подлатал здесь, тут прорвало. Только тут подлатал, там прорвало. И вот этих вот дыр, пробоин в его пространстве, в его защите просто уйма. Вот на данный момент, что происходит с недоброжелателем, простраиваются, то есть предки расходятся, и к нему приходят вот эти силы. И он, знаете, как он это все понимает, видит и осознает, что это по карме ему, что так и положено. Он был предупрежден когда-то о том, что рано или поздно придет время, платить по счетам. И вот само понимание, это, знаете, как, я не знаю, как объяснить, вот человека поставили под расстрел, да, и куда ни метнись, ты все равно возле этой стены, и в тебя целятся, и ты знаешь, что они выстрелят. И вот ожидание смерти хуже самой смерти. И вот еще, будут попытки подергаться, договориться, кого-то подкупить, но дело в том, что те, кто здесь стоят, здесь не одна махина стоит, понимаете? Здесь не то, что там пришли, а-та-та сделали, нет. Здесь он с серьезными товарищами работал, и серьезные силы к нему и выходят. И, милый, ты как бы думать надо, куда ты суешься. Так что как-то здесь вот так. По стихии земли с вашим недоброжелателем. Знаете, еще состояние у человека такое замутненное, у него как... Он это все понимает, и знаете, вот до последнего, как полоумный, нет, этого не случится, нет, это не будет, не может такого быть, не может, не будет. Понимаете, как сам себя пытается переубедить, а все нутро просто, орет, бежать, да, куда бежать, а как бежать, а что делать, неизвестно. Вот как-то так вот у вашего человечка обстоят дела. Здесь, если в самом худшем варианте, то вот такой ситуации, когда вот сейчас он находится, человек может даже с ума сойти своеобразным образом. Может даже не явно, но внутри там, все разрушено. И биополе, и, психика у человека вообще ни к черту. Такое что-то. Так что вот так вот стихия земли.
с вами обстоят делишки? Ну, у нас капитан Очевидность. Да? Стихия воздуха. Итак, начнем. Что же здесь у вас? Ваши недоброжелатели. Так. Ушел на дно, вернусь не скоро. По деньгам бабахнула, по статусу бабахнула, была жена, уже не жена. С детьми могут быть проблемы, с домом могут быть проблемы, вплоть до того, что дома может не стать. Здесь человек на дне. Все его изобилие, плоды, вся его защиты, все его защиты, которые были. Вера в себя, там, я не знаю, короче говоря, вот все. Человек в зависимостях. Человек в жесткаче. Ой-ой, да. И, кстати, знаете как? Очень ранимый, сердечная чакра вообще никакая. А знаете, в чем интересный момент? А ваш недоброжелатель начал постигать истины. Он, короче говоря, во-первых, на местах силы. Здесь на кладбище мог человек работать с атамом, то есть через нож, через свечи однозначно. Постигал, ездил, скакал, вроде как себе помочь хотел, а еще больше на себя дерьма насобирал. Вот так вот. И теперь эти все темные силы пришли и сказали: привет, смотри, как на самом деле обстоят твои дела. Ты-то думал, у тебя вот так и вот так. Все хорошо, гладко и пушисто, а у тебя, дружище, трындец. Короче говоря, человек кому-то обращался, что-то еще посоветовал какой-то знахарь. И дело в том, что к нему вышли определенные силы, и совет знахаря-то в итоге привел к жопоньке, понимаете? Ваш недоброжелатель обратно туда, мол, ну ты помоги, исправь ситуевину. А этот отказывается, говорит: нифига, не буду. А потому что знахарь что знает? Этот знахарь знает, что вы исцеляетесь, и вот этому вашему недоброжелателю летит обрат. Здесь люди нападают на человека. Здесь его берут в оборот. Здесь человек полностью подавлен. Полностью, вот вообще. Все разрушено. Допустим, тоже был мужем, все, развод идет, дележка имущества. Я не знаю, тут полный набор. Здесь, как я и сказала, короче, здесь дно. Это дно. Здесь кто-то его не захотел чистить, вашего недоброжелателя. Сказал: целуй кукиш, дружище, я в это не ввязываюсь. Нет, не буду. Прям вот четко: не буду тебя чистить, все. Не буду ничего тебе там подсказывать, ибо здесь ваш недоброжелатель зависим от мнения какого-то мастера, от какого-то практика. Видимо, постоянно к нему обращался или что-то в этом роде. И, короче говоря, теперь уже все. Лавочка закрылась, прикрылась, и ничего не светит, а в жизни полный провал по всем фронтам. Ну, что здесь добавить еще? Здесь все, что угодно может быть.
Здесь и предают человека, и кидают, и деньги забирают, отбирают, и статус, и все, что он заработал, и какие-то были сбережения тоже туда же, понимаете? Здесь как обвели вокруг пальца, облапошили, предали, и причем, знаете, один за ним следующий, потом третий, потом шестой, знаете, как вот по очереди, короче говоря. Вот по стихии воздуха, да, по белым ловцам снов, здесь вы, конечно, так нормально поработали. Здесь, знаете, как голову вашего недоброжелателя несут на блюдце каким-то определенным силам, к которым обращался ваш недоброжелатель, дабы воздействовать на вас. Он власти хотел, думал, что он много чего знает, он постиг истину, и он, опля, маг-волшебник просто, знаете, доктор Стрэндж. Говорит, я тут знаю, как с порталами работать. Угу. А вышли темные и говорят, ну, теперь слушай, как оно на самом деле обстоят твои дела, дружок-пирожок. Значит, вот так, на, вот это делал, получи. А вот здесь помнишь, а ну-ка удержи, попробуй теперь. И знаете, такой список ему выкатили и говорят, гляди, процент капнул. Ну, что с вашим недоброжелателем? Я вообще не знаю, человек вообще отдает отчет, что он еще жив или нет. Если он и дышит, и бегает, и ходит, решает эти все проблемы, то внутри его уже там нет. То есть, знаете, тут и паника, и непонимание, что как такое могло, неужели я не познал истину, понимаете, человек в шоке от того, что он... Его отдурачили темные, давайте вот так скажем. И этот знахарь его отдурачил по-своему. А ну-ка. Он его на кладбище отправил, вашего недоброжелателя, говорит, сходи-ка сделай. Нет, ну знаете, вроде как пытался помочь этот знахарь этому вашему недоброжелателю. Да, реально пытался помочь, каких-то там охранцов вызвать, чтобы ему помогли. Да. Знаете, не одурачил. Вот этот вот маг, к которому обращался ваш недоброжелатель, не ожидал, что у вас такая сила. А еще человек, сейчас я проверю-ка. Вот этот вот мастер, к которому обращался недоброжелатель, доподлинно не выяснил, можно ли этого человека, вашего врага, чистить. И знаете, тут мастеру этому определенные силы уже позвонили и сказали, говорят, алло, летит, сейчас и ты получишь. И мастер начинает как-то увиливать, а на вашего недоброжелателя посыпались все шишки, то есть от вашего ритуала, то есть, ну, по назначению. И, короче, мастер нежданчик словил и сейчас сам там чуть-чуть выкручивается. То есть пытается, знаете, как-то, ну, увильнуть от вот этой ситуации, потому что, по сути дела, он не имел права чистить этого человека и давать ему какие-то подсказки. То есть, ну, есть такие моменты, когда обращается человек, ой, у меня такое-то в жизни происходит, я бедный, несчастный, а ты смотришь, да, ну, вот лично я, когда ко мне приходят на консультации люди, я всегда и каждого, так что будьте к этому готовы, чехвощу, хвосты в поперек, с кем я общаюсь.
Вот приходит недавно ко мне человеку и помогите, спасите. А я смотрю, а там-то все по справедливости, собственно говоря. А человек-то такую кашу заварил в свое время и так нагадил другим людям в душе, что мама не горюй. То есть еще такой момент, кстати, да, по записи. В таких ситуациях я сразу блокирую, не отвечаю ни слова. То есть без объяснения причин, без выяснения почему, да к чему и т.д. и т.п., без выслушивания всякой ереси. Поэтому если я не отвечаю кому-то, то на то есть всегда причины. Вот. Но не каждый, понимаете, это чистоплотность. Я это называю чистоплотностью. Почему? Потому что, деньги это деньги. Они тоже нужны. Но никто не отменяет законы Вселенной. И поверьте мне, они куда важнее, чем деньги. То есть, те вещи, которые Вселенная делает, там не купить никаким образом. У вас, кстати, исцеление от подселенцев через этот ритуал пошло. Через время ждите, возможно, недоброжелатель попросит покаяния и прощения за свою подлость. Будет рассказывать: ой, я пытался найти ключи, как-то вырулить. Может, ты меня чему-то научишь? Может, ты подскажешь, как мне вырулить? Помощи еще у вас будет просить. Гнать санными тряпками, короче. Даже не думайте помогать. Это вообще... То есть тут наглость вообще, я не знаю, блин. Мастер 99 уровня по наглости, блядь. Поэтому вот так вот у вашего недоброжелателя, ребята. Не каждого человека, да, можно чистить, и не каждому и нужно помогать. А здесь просто, видимо, мастер так, знаете, как или не копнул, или мастер свою, знаете, определенный урок должен был пройти через этого вашего недоброжелателя. В общем, как-то так. Ситуация обстоит по стихии воздуха. То есть вы сегодня, конечно, зажгли. Не знаю я, что вы там делали, ребят, но... Поработали хорошо, отлично и замечательно. Хочу посмотреть. Ох ты, мать же ж моя женщина. Вот оно как, значит. Короче говоря, что вы там делали, ребята? Кто на местах силы работал? Но здесь больше мне идет информацион за кладбище. Да, причем резко так вышел. Короче, кто к вам вышел из рода? Кто вышел вас защищать? Во-первых, товарищ поднялся на лифте из самых глубин ада. Давайте я вам так скажу. Он был магом в свое время, причем очень сильным. С помощью того, что он вам помогает, да, он приводит в баланс некие силы уравновешивания. В общем, у него там свои, знаете, завязки с высшими, что ему нужно сделать, дабы его душа получила то, что ему нужно. Но здесь, конечно... Здесь человек в уединении, в изоляции от других, в самопознании. Здесь, понимаете, здесь кладезь силы, кладезь магии, кладезь, я не знаю, вот ком прям. Знаете, внутри человек был уникальным.
И он как-то так, знаете, во-первых, по чакровому столбу хорошо прошлось. Все, вот у кого-то, может быть, там и кундалини зашевелилась. Он независим, он умен, он спокоен. Он действует изящно, думает, то есть никаких чувств, лишь голый расчет и знания в магии. То есть такой интересный у вас родственник, очень далекий. И знаете как, пришел, потому что его высшие позвали. Говорят, в баланс приведешь свои моменты. То есть, ну, я, конечно, вашему недоброжелателю не завидую, с учетом того, кто вышел сюда. К вам на подмогу в вашем ритуале. Это лично для тех, кто на кладбище работал. Но, вот знаете как? Причем... Нет, тут чисто, знаете, если я выхожу, я делаю все четко, по правилам, как надо, раз и навсегда. Все. Надо рубить, я рублю. С ним договориться нереально. Вот вы с ним договорились, вы его как-то вызвали. И знаете что? Я вам скажу. Он не рядом с вами, это во-первых. Он может спускаться вниз, когда ему будет... Вот захочется, что-то ему там взять надо будет. Вы к нему можете обращаться, когда ходите на кладбище, вызывать его. Да. Да, ребята. Он вам, ох, как будет помогать, приходить на помощь. Но он именно в пределах кладбища. За вами он не ходит, его трогать лишний раз, ну, баловаться не стоит. То есть... Четко и по делу. Здесь такой вот дяденька, который, ну, я не знаю, конечно, да, если это живой человек, вот для такого, как я, вот этот, кого вы вызвали, как кладезь был бы. Там есть о чем поговорить, если, ну, захочет, конечно, побеседовать, да. Вот, ну, очень интересная личность, очень такая, знаете, я не знаю, как это объяснить. Это вот он при жизни был таким, он обладал очень большой магией. То есть сказать, что он там мог огнем управлять, воздухом, землей и ветром, это ничего не сказать. Он это и сочетал, и умел. Он мог много чего менять даже в пространстве на физике, но он лишний раз этим, знаете, имея такую власть, он, ну, не кичился, не разбазаривал ее. То есть вот как-то по справедливости ею пользовался, понимаете? Такой вот человек был интересный. Ох, меня прям аж это... Короче, чуть-чуть я ушла в дебри, потому что там такой персонаж. В общем, вы знаете, что к нему можно обращаться, да, вот как вы что делали при последнем ритуале, вот так вот обращайтесь, короче. Но с учетом того, какая тут сила, не обязательно каждый раз, то есть тут... Ну, часто и смысла, я думаю, нет у ваших недоброжелателей, там вообще и так АТАС, веселей, рабочий класс, как бы, с них и так достаточно пока что. Ну, а там уже по вашему усмотрению смотрите сами, плюс обязательно всегда
диагностируйте по возможности, да, как у вас там это получается, или запрос давайте, чтобы вам во сне показали ответ, ну и в таком роде. Ну, а я вам всем желаю добра этого мира, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, дизлайки, делитесь моим видео и делитесь вашими историями. Пока-пока.